Здравствуйте, меня зовут Елена, и вы на моем канале, где я делюсь опытом своим в вязании. Сегодня я хочу показать вам, как делается вот такая вот обвязка. Тапочка. Тапочек на подошве из двух стелек, из трикотажной пряжи, соединенные не по центру, я их соединяла, а делала соединение по границе между первым и вторым рядом. Второе соединение было по окантовке двух стелек. Такое соединение у меня есть в мастер-классах, соединение стелек. Далее соединяю я вот таким вот образом, делаю, вернее, окантовку таким образом, присоединяя сразу деталь верха. Здесь у меня соединение двух стелек в подошву было косичкой на сторону, которая идет к полу, и здесь, соответственно, у меня остались стежочки. Что я делаю? Трикотажная пряжа, здесь у меня изнаночные нарезки 7-9 миллиметров. Я ее вытягиваю. Крючок у меня 5. И я ввожу крючок и за вот эту петельку, которая у меня осталась, стежочек, который у меня остался от соединения двух стелек в подошву, и за крайнюю кромку, крайнюю перемычку косички верхней стельки, которая вот отодвинулась у нас на бочок после присоединения. Завожу крючок за эти две перемычки, захватываю ниточку, вытягиваю ее. У меня на крючке уже есть петля, и я провязываю столбик без накида. Далее также ввожу крючок за обе перемычки, захватываю нить, вытягиваю ее и провязываю столбик без накида. Так по кругу продолжаю обвязку. Стараюсь не затягивать и не расслаблять, чтобы вот эти вот верхние косички не болтались, а держали хорошо форму. То есть немножко как бы стягивали за счет вот этой обвязки, немножко стягивали верхушку. Продолжаю. И встретимся с вами на месте присоединения детали верха к подошве. Покажу, как присоединяю, и потом покажу, как закрываю ряд. Я провязала пяточную часть. Вот что получилось. Подошла к ограничению, где у меня стоит маркер, место присоединения детали верха к подошве. Как сделать расчет петель, рядов, деталей верха соответствующей подошве. У меня есть видео, как правильно сделать расчет. Ссылку я оставлю внизу в инфобоксе, кому интересно, посмотрите. И начинаю присоединение. На детали верха у меня есть кромочный ряд с петельками. Я вязала перевернутыми петлями для того, чтобы кромка у меня смотрела прямо вот по границе, то есть не болталась как бы на какую-то либо сторону, а чтобы прямо вот была перпендикулярно вязаному полотну. Здесь я беру за крайнюю дужку у петли, у кромочной линии. Первая петелька у меня будет вот здесь, вот эта петля, которая при наборе была последней. Немножко трудности возникают, потому что здесь все затянуто. Секунду. Взяла крючок поменьше, чтобы немножко расслабить здесь ход.
Значит, беру петлю на крючке от вязания. Она у меня, продолжаю вязание. Ввожу крючок в эту петельку, самую первую. Затем убираю маркер. И ввожу крючок за 2 перемычки, которые следуют у меня по моему вязанию дальше, по обвязке. Захватываю нить, протягиваю через 2 перемычки, протягиваю через петлю, которую я... Вот беда. Так. И делаю столбик без накида. Дальше следующая перемычка по кромочной линии у меня. Вот у меня эта петля, и вот эта вот задняя перемычка, не та, которая ко мне смотрит, а которая будет смотреть к подошве. Я захватываю ее. Для чего? Чтобы потом при присоединении вот кромочка от ой, господи, перемычка кромочной линии вот так вот аккуратненько ложилась кантиком, чтобы не грубо было, как бы рисунок смотрелся при присоединении. Так, вот беру за дальнюю перемычку, ввожу крючок, опять же за 2 перемычки на подошве, вытягиваю нить, протягиваю ее через перемычку кромочной петли и опять же провязываю столбик без накида. Следующая петля также и продолжаю присоединение такими же столбиками, как и в пяточной области. Здесь что смотреть, следить, чтобы косички, образовывающиеся от столбиков без накида, были ровненькие, чтобы нигде не было подтяжек, перетяжек, чтобы все было красиво и эстетично. И продолжаю присоединять деталь верха до носочной части. В носочной части также присоединяю петли, которые не закрыты. И встретимся с вами на закрытии ряда. Вот такая вот окантовочка. Я присоединила последнюю петельку. И теперь мне нужно красиво соединить ряд. Вытягиваю нить. Обрезаю хвостик. И делаю фальш-петлю. Присоединяю вот этот вот хвостик вот к этой петельке. Завожу крючок за обе перемычки с внешней стороны. Захватываю нить и вытягиваю ее. Затем этот хвостик мне нужно вернуть вот сюда, в эту петельку в центр, откуда я ее вытащила. Я завожу крючок за перемычку, задняя стенка столбика без накида, и за крайнюю дужку петли, куда мне нужно вернуть хвостик. Захватываю нить и вытягиваю на изнаночную сторону, ой, на лицевую сторону. Так. Вот так вот. Равняю здесь, чтобы было одинаково все. Поправляю. И теперь у меня здесь получается у столбиков по 2 ножки. Видите? С изнаночной стороны. А вот этот столбик такой, сиротинка с одной ногой. То есть нужно будет вот этот хвостик вернуть вот сюда, вот в эту перемычку. Вот сюда, вот, в эту часть. Завожу крючок с изнанки и вывожу его не с изнанки, а с нижней стельки.
Завожу его, пытаюсь завести его как раз вот в эту область. Захватываю нить и вытягиваю ее на подошву. Разравниваю здесь все. Подтягиваю. И на подошве протягиваю этот хвост между вот этими вот границами соединения. Ниточка будет закреплена. Провожу ее как раз через вот это соединение. Теперь верну ее опять до соединения, так вот как бы, чтобы здесь вот ее зацепить, и опять в центр через это соединение протяну. Она будет у нас закреплена и уже никуда не денется. И теперь вот этот хвост можно либо отрезать, либо протянуть вдоль подошвы. Вот так. Все, хвостика не видно. Здесь все расправлено. Я обычно подставляю вот такие формы. Увлажняю деталь. Придаю форму тапка. Все расправляю. И оставляю на просушку. Вот такая вот получилась обвязочка на тапочках. Очень просто делается, очень оригинально смотрится, поднимается бортик, хорошо держит форму. Если было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как вам такой способ. До новых встреч!